Привет, друзья! Меня зовут Алексей Иншаков. Сегодня у нас на обзоре электрогитара Aria Pro 2 модели 714 DG из серии Fullerton. Корпус гитары сделан из тополя, гриф и накладка на гриф — это обожженный клен. На грифе 22 лада. Я думаю, что вы знаете, что Fullerton — это место, где делались первые гитары фирмы Fender. И поэтому это название, оно как бы намекает, что перед нами что-то вдохновленное той эпохой и теми гитарами. И здесь действительно по форме, по конфигурации это что-то похожее на стратокастер. Здесь 3 звукоснимателя, 2 сингла, 1 хамбакер. Здесь есть тремоло. В отличие от классического стратокастера, здесь не 3, а 2 ручки, то есть тон объединен. На стратокастере изначально было 2 тона, а здесь 1 тон, который сразу регулирует все 3 звукоснимателя. Также 1 ручка громкости для всех звукоснимателей. Переключатель звукоснимателей в верхнем положении работает этот звукосниматель, дальше работает пара, потом работает центральный, дальше работает пара этих, и затем хамбакер. Вот. И также отмечу, здесь достаточно необычно гнездо расположено, так что провод направляется вверх. Кому-то это может показаться странно, но на самом деле я думаю, что производитель заметил, что часто на концертах музыканты провод вставляют за ремень. Вот так вот, чтобы он не вывалился. Конечно, сейчас ремня нет, и это действительно может немножко странно выглядеть. Но когда есть ремень, то провод убран сюда. И, в принципе, довольно разумно сделать гнездо вверх, если вы играете таким образом. Также обратите внимание, что здесь гриф прикручен на 4 шурупах. Так вот выглядит. Здесь немножко так более современно сделан вот этот контур. Ну, здесь традиционный отсек для пружин. Кстати, тремоло фирмы Wilkinson стоит. И сустейн-блок, так называемый, он полноразмерный, если вы знаете. Бывают немножко скошенные сустейн-блоки, там 1 угол срезан. Это позволяет более глубоко качать рычагом, но сустейн уменьшается, потому что сам вот этот блок металлический, он влияет на звук. Здесь он более большой, что, конечно, должно хорошо влиять на звук. Вот здесь стоят 3 пружины, обычно так и делают для тех, кто пользуется тремоло. Вот, ну и крышка. Такая конфигурация звукоснимателей, 2 сингла и хамбакер-бриджи довольно популярна, потому что она позволяет получить достаточно такой прозрачный и яркий звук синглов на чистом звуке. На чистом звуке обычно играют именно в нековой позиции или в центральной позиции. Такой звук хорош для фанка, для аккордов. И в бридже вы можете включить овердрайв, и эта позиция хороша для рока, для чего-то более мощного. Поэтому такой стратокастер может быть достаточно универсальным.
Таким образом, перед нами стратокастер, по сути дела, вдохновленный гитарами Лео Фендера, но с некоторыми доработками, ну или изменениями. Кому-то они могут понравиться, кому-то нет. Вроде хамбакера, вроде одного тона, а также гнездо направлено наверх. Ну и то, что я показывал здесь, несколько иной контур. Что-то такое, совмещающее винтаж и новые технологии. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Если это так, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока! И по всей конфигурации здесь 3 звукоснимателя. Ну, традиционно у нас в Stratocaster было 3 сингла, здесь Подожди, сингла. стоп. Стоп. Ты Че поток мысли-то остановил? потому что петличка. С тобой гениальности не добьешься.